Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Перебирала лоскутки, остатки кроя от пошива постельного белья самого разного цвета. Где позволяли размеры ткани, выкраивала полоски шириной 6 см, длиной 31 см, а потом сшивала их вместе длинными сторонами, чтобы получились блоки из 6 полосок. Заготовки тщательно проутюжим, выровняем углы, измерим ширину и нарежем правильные квадраты. У меня получились размером 28,5 на 28,5 сантиметров. Конечно, из этих полученных деталей можно уже собрать полотно. Полоски располагать то вертикально, то горизонтально. Но мне хочется продолжить с ними работу. Для этого все квадраты сложим попарно, лицом к лицу. Если вы помните, при шитье мы чередовали полоски, темное, светлое. А сейчас уложим так, чтобы полоски тоже располагались контрастно. Напротив темной, светлое. Заколем эти детали булавочками. При этом надо следить за тем, чтобы швы на полосках совпадали, находились на одном уровне. После этого проводим диагональ. Естественно, следим, чтобы все было ровно, и угол обязательно 45 градусов. Так мы размечаем и раскладываем попарно все детали. При шитье за швейной машинкой длину стежка делаем маленькой, чтобы строчки были крепкие. Цвет ниток берем нейтральный серый. Закрепки делаем обязательно. По обе стороны от нашей нарисованной диагонали прокладываем строчки на ширину лапки. Сначала с одной стороны, потом с другой. Прошили одну деталь, тут же приступаем к другой. Экономим нитки, время, силы и нервы, потому что работы по стачиванию лоскутков действительно очень много. Когда шьем, помним, что шов идет по диагонали, ткани могут растягиваться, поэтому работаем аккуратно, ничего не тянем, обеими руками придерживаем и равномерно направляем детали. Знаю, что многим эти пояснения покажутся лишними и занудными, но не все зрители обладают швейным опытом. И многим будет полезно даже просто посмотреть, как мастер держит руки и направляет ткань. После того, как детали прошили, их сначала проутюжим, потом отрежем уголки около прошитой диагонали, а уже потом разрежем заготовки по диагонали между швами. Когда мы разворачиваем эти детали, получаются два очень интересных квадрата с разным рисунком. Конечно, работа с утюгом обязательно. Я использую мини-гладильную доску, которую сделала сама из разделочной доски. Она у меня стоит на полке рядом с коробкой с рукодельными принадлежностями. Ее легко достать и использовать. И места она занимает очень мало. Конечно, вариантов раскладки может быть огромное количество. Раскладывать, собирать полотно решила на полу. На столе нет места. Выкладываем квадраты. Хочется сделать небольшую оптическую иллюзию. Самое главное, самим не запутаться в раскладке. Все квадраты на месте. Раскладка 4 на 6 квадратов. Теперь приступим к сборке. Сшивать будем сразу все полотно рядами. Детали сложим вместе лицом к лицу и заколем булавочками в местах швов. Потом соберем их в нужной последовательности и перенесем на рабочий стол. Отшиваем все сразу гирляндой. Прошили одну пару квадратов, нитки не обрываем, никаких промежутков между деталями не делаем, сразу шьем следующую. Так прошиваем весь ряд до конца, все 6 заготовок.
Потом переходим к соединению двух других колонок. А уже потом складываем вместе два отшитых ряда, скалываем булавочками в местах швов. Это делаем для того, чтобы не перепутать, потому что детали могут перекрутиться. Вот теперь, когда мы сделали основные вертикальные швы, все полотно держится на нитках. И остается только прошить горизонтальные ряды. При этом не надо беспокоиться о том, совпадут уголочки или нет. Они и так уже на месте. Вот такое полотно у меня получилось. Размер 105 на 154 сантиметра. Работу с ним я еще продолжу. Надо немного от него отдохнуть и придумать продолжение. Но во всяком случае, я уже вижу тот эффект, которого добивалась, чтобы четко читались, выделялись ромбы. Новый рисунок. Конечно же, надо будет еще подумать над линиями стежки. Выбрать такое, чтобы подчеркнуть этот эффект и, естественно, чтобы это было физически реально выполнить на простой бытовой швейной машинке с узким рукавом. В общем, как только, так сразу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение работы. Нажимайте на значок колокольчика, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!